Soil, where the fruits and vegetables grow, is often depleted in one or several micronutrients. Более того, почвы, в которых растут эти самые овощи и фрукты, очень часто у нас уже обеднены, и в них недостаточно минералов. For example, the soil in several parts of Russia and also in Sweden is very low in selenium. Например, в России, в большей части, так же как и в Швеции, в почвах недостаточно селения. And in Russia, iodine is also often very low in the soil. И в России тоже большая проблема в йоде. У нас практически во всех почвах недостаточно йода. And then we cook and we process and we treat our fruits and vegetables in a harsh way, in a tough way. И после того, как даже предположим, что они у нас росли в прекрасной почве, и мы их сорвали зрелыми, да, но после этого что мы с ними делаем? Мы их готовим, мы их жарим, парим, солим, в общем, все, что в них еще остатки витаминов есть, все убираем своими руками. And this decreases the content of micronutrients. И это, конечно, еще больше уменьшает количество тех микронутриентов, которые могли бы быть в этих овощах. So now the question is, can you give me a suggestion of how we can make sure we get the micronutrients that we need? Ну и вот теперь вопрос к вам. Как в этом ужасном, страшном мире выжить и все-таки получать телу необходимые витамины и минералы? Vitamins, wellness pack. No, yes. So in the wellness pack you have a multivitamin and mineral tablet that is specially designed for women and men, what we need. В wellness pack, собственно, у нас есть та самая витаминка, которая гарантирует, что мы получили точно все витамины в течение дня, да, и у нас отдельные потребности, они разработаны с потребностями для женщин и для мужчин. But as you know, the sachet also contains some other good things. Но также у нас в саше и другие, в сашете витаминном и другие полезные вещества. We have astaxanthin, which is a very powerful antioxidant. А у нас там астаксантин, который является очень мощным антиоксидантом. And we also have fish oil capsules that contain omega-3 fatty acids. Кроме того, у нас там омега-3 незаменимые кислоты, которые добываются из рыбьего жира. And I will talk more about them later. Мы еще о них поговорим. And I'm sure you know the main benefits of the wellness pack. И, конечно же, вы все знаете основные преимущества wellness pack. But if you ever forget, the icons are on the pack to help you remember. Но если вдруг омега-3 не сработала и ваша память вам изменила, то на упаковке всегда есть значки, которые помогут. So now we're going to talk about different types of carbohydrates. А сейчас мы поговорим о том, какими разными бывают углеводы. And different types of carbohydrates, the whole group of carbohydrates is fiber, starch and sugar. Что мы называем, собственно, углеводами? Это клетчатка и различные виды сахаров. And different types of carbohydrates have different effects on our blood sugar level. И разные типы углеводов по-разному влияют на уровень сахара в нашей крови. We often talk about glycemic index, or GI. Мы часто говорим о гликемическом индексе. And this is a measure showing how fast and how much the blood sugar level increases after a meal rich in certain types of carbohydrates. Это, собственно, гликемический индекс, это, собственно, есть показатель, да, того, как быстро сахар в крови нашей поднимается после того, как мы съели еду с тем или иным содержанием сахара. So, foods with a high glycemic index are represented by the blue graph here. Ну, синий график, вы узнаете картинку, да, синий график обозначает еду с высоким гликемическим индексом. They will make the blood sugar level increase very much and very quickly. Очень быстро сахар в крови поднимается, и вы тут же чувствуете много энергии. And this signals to the body that the body should produce lots of insulin, a hormone. И когда сахар попадает в нашу кровь, для тела поступает сигнал, что надо тут же вырабатывать инсулин, определенный гормон. Insulin is there to regulate the blood sugar level, and it will knock down the blood sugar. И основная задача инсулина – это регулировать уровень сахара в нашем организме, поэтому он тут же идет на защиту, да, и как бы борется с этим сахаром, начинает его резко понижать.
This means that we get this yo-yo effect. You explain it right in time. Yeah. But insulin also signals to the body to absorb all the sugar and turn it into fat. Но кроме того, что он борется с сахаром, он все равно сахар не выводит из организма, да? Поэтому что он делает? Это сигнал для того, чтобы его понизить, но понижает он его тем, что он переводит этот сахар в наши жиры внутренние. In contrast, food with low glycemic index, like the red graph, ну а красный график представляет именно то, что сейчас мы, это его помощники, разносят вам на столы. Это еда с низким гликемическим индексом. Will get slowly digested into sugar. И еда с низким индексом, она переносит, она, соответственно, медленно, способствует медленному усвоению сахара в вашей крови. And this sugar will be slowly released into the blood. И сахар постепенно переносится в кровь. And therefore, the small increase in blood sugar level will last for a long time and not vary very much. И, соответственно, сахар в нашей крови поднимается, но не намного, да, как раз для того, чтобы инсулин выработался в нужном объеме. И затем этот сахар остается и поддерживает вашу энергию в течение долгого времени. And this will make us feel balanced and full for a longer time after the meal. И именно это позволяет нам чувствовать себя насыщенными и энергичными долгое время после еды. На здоровье. How do I say it in English? Cheers. Cheers, and in Sweden? Skål. По-шведски на здоровье это skål. 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 You know that you did it wrong. You shouldn't drink it with us. Yes. Who says so? Sticks 10. Yeah? Я сказала Элизабет, что она вот сейчас неправильно выпила коктейль, его нельзя выпивать залпом. Знаете, да, это? Что жидкое это еда. Мы ее пьем в течение 5-7 минут. Для того, чтобы оно постепенно в организме. Ну, 5-7 не получается, но 3-5. То есть залпом выпивать его не надо. But I'm supposed to talk. На здоровье. I'm supposed to talk and I'm holding lots of things. So I'm excused. It's a good excuse. Yes, exactly. This picture is supposed to show you foods with a high glycemic index. Ну вот сейчас мы на картинке видим самые вкусные продукты, но все они, к сожалению, имеют высокий гликемический индекс. Here we have white bread and biscuits and crackers made from white flour. Белая паста, белые булочки, разного вида десерты. Все сделано из белой муки. We could also put white rice, white pasta, and, for example, sugar. Here. Ну и сюда же можно отнести и белый рис, и белые макароны, и сахар в чистом виде. Candy and soft drinks. Ну, конечно же, сладости, конфеты, газированные напитки, все в эту сторону. Over here, instead, we have foods that are low in glycemic index. А это, вы видите, углеводы, продукты, которые содержат углеводы с низким гликемическим индексом. Most fruits and vegetables will fit here. Это в основном практически все овощи и фрукты. But also whole grain variants of rice, pasta, flour. Кроме того, цельнозерновые варианты, цельнозерновой хлеб, цельнозерновые макароны, дикий бурый рис. These low glycemic foods are rich in fiber and also in micronutrients. И, конечно же, низкогликемическая еда, она очень богата витаминами, минералами и клетчаткой. So lots of good stuff gathered in the same foods. Очень много полезностей в этой еде. Then over to types of fat. Теперь о жирах поговорим. Here we have animal fats. Foods that come from different types of animals and fish. А здесь мы видим ту еду, которая содержит в себе животные жиры, те жиры, которые идут из животных и из рыбы. Most of these foods are high in something called saturated fat. Вся эта еда очень насыщена, в этой еде много так называемых насыщенных жиров. Saturated fat is hard or semi-hard at room temperature.
Насыщенные жиры – это те, которые становятся твердыми, либо полутвердыми при комнатной температуре. If you think of butter, for example, it's hard at room temperature. Например, масло, да, оно твердое, сливочное масло, оно не жидкое. The saturated fats are clearly correlated to a higher risk of cardiovascular and other vascular diseases. И употребление продуктов, в которых много животных жиров, оно приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Over here we have vegetable oils and other vegetable fats, like the fats in nuts and seeds and olives. Ну и с другой стороны у нас есть жидкие жиры, жиры в жидком виде. Это жиры, которые мы получаем из орехов, из семян, из оливок. These vegetable fats are liquid at room temperature. Вегетарианские жиры остаются жидкими при комнатной температуре. And they are beneficial for our health. И для нашего организма они не только не опасны, но даже полезны. So we should try to limit our intake of saturated fats and instead increase our intake of vegetable fats. И для того, чтобы дожить до 100 лет, конечно, необходимо стараться уменьшить количество потребляемых животных жиров и увеличить количество растительных жиров. The vegetable fats are instead rich in unsaturated and polyunsaturated fats. А в растительных жирах много ненасыщенных и полиненасыщенных кислот. These are chemical names for how the fatty acids look, the chemical Это structure. химические названия из химии, да, как вот выглядят кислоты. And the saturated fats, the molecules, are straight, like this. Молекулы насыщенных жиров, они такие прямые. That means that the fatty acids can be packed very densely, like this. И это значит, что жирные кислоты могут быть, их может быть много в одном пространстве упаковано. So we will get a very dense structure, and that makes the fats hard. И, соответственно, структура получается очень твердая, и это вот из-за этого жир затвердевает. The unsaturated and polyunsaturated fatty acids look more like this. Ненасыщенные кислоты и полиненасыщенные кислоты, они вот так вот. And they cannot be packed as densely. И они не могут быть упакованы в организме настолько плотно, да, они... That's why the fats are liquid at room temperature. И поэтому они получаются жидкими при комнатной температуре. And although the vegetable fats have beneficial effects, they are still fats, which is important to remember because they are high in calories. Но не забывайте о том, что жиры нам нужны, да, мы не можем избегать жиров. И несмотря на то, что жиры растительные полезны для нашего организма, но это все равно остаются жиры. И ими тоже переусердствовать в них не надо, потому что они в организме отложатся уже как насыщенные жиры. So to be able to increase our intake of vegetable fats, we have to decrease the intake of animal fats. Для того, чтобы увеличить, то есть не надо добавлять растительные жиры к тем животным жирам, которые вы едите, мы снижаем животные жиры и увеличиваем потребление растительных жиров. And just to make life a bit more complicated, ну а сейчас мы еще запутаем вас окончательно. Of course there are exceptions. Конечно же, из каждого правила есть исключения. If you think about coconut fat, it's hard, right? Например, жир кокосовое масло, оно твердое. But it is vegetable. Но это растительный мир. So coconut fat is hard and it's rich in saturated fat, so it belongs with the unhealthy fats. Соответственно, кокосовое масло, несмотря на то, что оно принадлежит к растительному миру, оно у нас насыщенное, твердое, поэтому относим его к нездоровой еде. And if you think about fish oil, ну а рыбий жир, да? It is animal. Это животное происхождение. Fish don't grow on trees. Рыбы не растут на деревьях. Пока. But it is liquid. Однако оно жидкое. So it belongs with the healthy fats. Поэтому с точки зрения здоровья рыбий жир относится к здоровым жирам, и его мы из рациона никоим образом не исключаем. So the rule of thumb
The thing to remember is whether it is hard or if it is liquid. С точки зрения здоровья вы должны помнить о том, чтобы жир был скорее жидкий, нежели твердый. Is that clear? Понятно это? Yeah? Good. Now to the types of protein. Ну и еще, конечно же, важная часть – это типы протеинов или белков. Here we have a shashlik, Ну, еще одна вкусная картинка. Шашлык у нас нарисован. some grilled red meat. Мясо, приготовленное на гриле. It is slightly charred or burnt on the surface. Оно слегка поджаренное на поверхности. It contains good protein. Да, скорее всего, там содержатся хорошие протеины. It's the same type of protein that is in our muscles, Это те же самые белки и протеины, которые в нас, собственно, содержатся. but it can also be very rich in saturated fats. Однако, как мы уже с вами знаем, там находится много насыщенных жиров, твердых жиров. And the saturated fat is hard or soft. Насыщенные жиры, они у нас либо твердые, либо полутвердые, но уж никак не жидкие. Do you remember? Помните еще это? Yeah? It's hard at room temperature. So it's rich in unhealthy fats. Соответственно, уже у нас там есть неполезные жиры. It can also contain growth hormones that the animal has been treated with. Кроме того, мы не знаем, где бегала та корова, с которой забрали это мясо. Соответственно, какие гормоны в нее кололи, мы тоже не знаем. Antibiotics. Антибиотики туда же. And also sometimes the animal has been really stressed. There's still some stress hormones in the meat. Ну и кроме того, скорее всего, этой корове не давали слушать классическую музыку, поэтому она находилась в стрессе. И гормоны стресса тоже в мясе присутствуют. And red meat has been shown to increase the risk of colon cancer. А кроме того, красное мясо по недавним исследованиям повышает риск рака желудка, поэтому многие исследователи говорят, с ним быть осторожным. Over here we have vegetarian sources of protein. Ну а здесь мы видим прекрасные цветные протеины из растительного мира. Beans, peas and lentils, for example. Это, например, чечевица, бобовые и горошек. These sources of protein also contain good protein, of course, but they also contain fiber and micronutrients. Кроме того, что в них содержится белок, там также содержатся еще и нутриенты, да, питательные вещества и клетчатка. And they are better for our health. И они лучше для нашего здоровья. But they are also good from an environmental or sustainability perspective. И кроме того, они полезны с точки зрения заботы об окружающем мире. Because much less water, energy and land are needed for the production of vegetarian protein. Очень шведская тема. Для производства вот этих вот растений, да, намного меньше тратится энергии, света, электричества, воды, нежели для взращивания одного теленка вот для этого барбекю. So now, can you give me a suggestion of how we can increase our intake of vegetarian protein? И как же теперь вы думаете нам жить в этом страшном мире? Как нам увеличить потребление растительного белка? Суп. Да. В коктейле не весь растительный белок. С коктейлем мы не окружающую среду не спасаем. So in the soups, we have 3 different sources of vegetarian protein. В супе у нас 3 разных источника вегетарианского белка. We have pea, soy and potato protein.